Всем привет! Сегодня я покажу и расскажу, как сделать роспись по эмали над глазурными красками на примере композиции «Черника». Для этого нам потребуются следующие материалы и инструменты. Муфельная печь, набор для обжига эмали, как в уроке по плавлению эмали, увеличительное стекло на подставке или прищепке, у меня трехкратное увеличение, раскрашенный эскиз в увеличенном формате, у меня где-то тоже трехкратное увеличение, переведенный эскиз на плотной кальке в натуральную величину, копировальная бумага Carbon Paper, карандаш с толщиной стержня 0,5 мм, заготовка, покрытая эмалью, у меня 2 слоя эмали, но можно и 3. Я использую Thompson 1020 Titanium White. Подставочка для заготовки. Я использую маленькую картонную коробочку. Набор кисточек от 0 до 0,5. Надфиль для обточки окалины. Спирт и ватные тампоны, их нет на фото. Надглазурные краски, у меня Perio Sunshine. Палитра для смешивания красок. Я использую обычную тарелочку, выкрасы на которой делала сама. Палитра для машинного масла, в ней удобно мыть кисточки, каждый цвет в своей лунке. Машинное масло для смывания и разбавления красок, а также кисточку с обрезанной щетиной и вставленной в нее иголочкой для бисера. Это самодельный инструмент для растушевывания краски и уборки мусора с росписи. Этот список я, конечно, дам в описании к видео. Приступим к росписи. Это очень приятное занятие, требующее времени и внимательности. Края заготовки должны быть всегда очищены от окалины после каждого обжига. Перед каждым обжигом заготовку нужно протирать спиртом от жира и стараться не трогать пальцами. В первую очередь переносим основные контуры на заготовку с помощью копировальной бумаги. Следы от нее полностью выгорают при первом обжиге, а от карандаша остаются тонкие линии. Увеличительное стекло нужно для росписи, а не для съемки видео, так как в реальности моя заготовка всего 3,5 см в диаметре. Я перевожу на заготовку только основные контуры, так как при первом обжиге они все равно исчезнут. Всего для этой росписи мне понадобилось 5 цветов: зеленый травяной, желтый, синий, темно-синий и цвет морской волны. В палитре разных производителей эти цвета называются по-разному, остальные оттенки получаются путем смешения. Наносим самый первый разметочный полупрозрачный тонкий слой. Для нашей черники это будет светло-салатовый и светло-голубой цвета. Раскрашенный увеличенный эскиз работы я советую держать перед глазами, так как его будет легче копировать.
После нанесения нерастушеванная иголочкой краска выглядит вот так. Растушевываем иголочкой краску круговыми движениями или по форме объекта. После растушевки роспись становится более гладкой, однородной. Это нужно проделывать с каждым нанесенным слоем. Растушеванный первый слой готов к обжигу. Обжиг всех слоев проводится одинаково. Он очень быстрый, и показать это в видео очень сложно, но я опишу это словами. Печка нагревается до 790 градусов, и с помощью приспособлений для обжига, тех же, что в видеоуроке по плавлению эмали, заготовка ставится в открытую печь. Краска просыхает и тускнеет, а также полностью выпаривается масло, из открытой двери печи идет дымок. На все это уходит где-то секунд 30. После чего наша заготовка с еще не обожженным красочным слоем достается из печи. Дверь печи закрывается, и пока мы ждем обратного нагрева печи до 790 градусов Цельсия, проверяем контуры росписи в высохшем варианте. При излишке масла они могут потечь, это будет видно. Подравниваем контуры, смоченные в спирте кисточки или ватными палочками. Если все в порядке и краски не потекли, ставим заготовку в нагретую печь. Видим, что температура в печи снова падает. Когда она начнет через несколько секунд подниматься, готовимся вынимать заготовку, так как это нужно сделать сразу, не мешкая ни секунды, по достижению печкой 790 градусов обратно. Если вы никогда не обжигали краску, советую потренироваться это делать на бросовой заготовке до росписи, так как этот процесс требует некой спортивной сноровки. Ни в коем случае не оставляем остывать заготовку на сквозняке рядом с открытым окном, так как эмаль может треснуть и вся работа пойдет на смарку. Ура! Первый слой обожжен. Не забываем обтачивать край надфилем. Это лучше делать не над рабочим столом и промывать заготовку и руки под струей воды, чтобы не испачкать идеально белый фон.
Следующие слои наносим по схеме на экране. Сначала светлые тона, потом темные. Проработка рисунка идет постепенно. Я предпочитаю обжигать листья и чернику отдельно, чтобы не смешивать цвета на краях росписи и добиться более четких контуров. Но если краски не пересекаются, как на примере Object 6, можно сократить время работы. Я не проводила эксперимент, сколько всего раз можно обжигать эмаль, но для шестикратного обжига эмаль Thompson 1020 вполне подходит. PDF с шаблоном для росписи и этапы обжига можно скачать по ссылке в описании видео.
Обжиг моего третьего слоя в видео прошел хорошо, но, к сожалению, я уронила заготовку. Этого делать ни в коем случае нельзя, так как дефект скола не исправить, придется повторить роспись заново. Итак, заготовка восстановлена. Все слои прописаны. Маленькое ювелирное чудо у вас в кармане. Осталось только сделать оправу. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, следим за обновлениями, пишем комментарии, задаем вопросы. На все вопросы я отвечаю.